Та-та-та-та-та-та-та. Девочки, мальчики, всем привет. Слушайте, ну мне он уже нравится. Красоту. Первое цветение. Красавца Юкидана. Девочки, ну действительно замечательный крупноцвет. Я его, смотрите, как зафиксировала, потому что он утягивал этот цветонос, утягивал всю полку вниз. Ну вообще гигант, гигант. Обожаю. Девочки, мне уже лучше. Спасибо, что вы пишете, желаете здоровья. Знаете, что помогает? Ледяники доктора Мома. Сейчас вот опять буду просасывать. Вчера купила, потому что вообще зашла в аптеку, у меня как схватил приступ кашля. Это ужас. Надеюсь, что у вас тоже все в порядке, что движемся на улучшение. Так, показываю вам еще этого красотуна. Крупноцветкового пилора. Ну, это трилипс, да? Я вечно забываю. Да, это трилипс. Трилипс, красавчик. Так, доцветает моя мелюзга. Слушайте, я сегодня пришла, вот сейчас здесь сделала такую болтушку. Это, короче, ой, аминостим. Вроде пыталась сделать не такой концентрированный, но мне кажется, что я перестаралась. Ну, хочу их поддержать, вот этот вот верхний ряд. Надеюсь, что не скинут цветы. В аминостиме очень большое количество питания, но там есть азот. Я прочитала, и азота больше, чем фосфора и калия. И, девочки, это может, конечно, сыграть плохую шутку. Ой, боже, тут еще есть бутон у кимоно. Я думала, она уже вся открылась. Нет, бутончик. Девочки, как ваше настроение? Как там ваши цветочки? Пишите мне, что уже у многих от жары начинает сворачиваться цветение. Девочки, не знаю. Я только наблюдаю самый пик цветения. Вот это вот мне нравится. Вот эти вот румяные щечки. Golden Apple, по-моему. А так все цветут. Вот пошли бутоны у азиатской скрипки. Ну, если это она. Вижу, уже вянут. Но она давно. Моя Измаэли красавица. Ой, в общем. Ну и уже доцветает у меня бабулетка Тамара. Но она, в принципе, будет этим заниматься еще не один месяц. Вот она уже, смотрите. Опять дает продолжение, и вот так будет по 2-3 цветочка растить. Так, что я вам хотела еще показать? Ну, вот эту я вам красоту показывала, бургунди. Ой, такая красивая бабочка, прям невероятная, девчонки, классная вообще. Хочу вам рассказать про 5Б. 5Б, помните, были мы на карантине, и 5Б вышел с карантина и снова зашел на карантин. А мы писали учителям: закрывайте опять класс. И представляете, вот сегодня у нас пятница. Вчера после обеда, в четверг, написали в чате класса родительском, что типа все, завтрашнего дня онлайн. Я говорю, слушайте, что там совсем никого не осталось? Так что, девочки, берегите себя и своих близких. Такая дурная инфекция. Вон, слышите, мой голос никак не меняется в лучшую сторону. Бургундия классная. Я должна вот так поперебирать, посмотреть. Вообще. Так, вот этот красотун здесь. Мы с вами его рассматривали. Он у нас кувыркнулся, помните? Я еще думаю, боже, как он так свалился. Думаю, вдруг что-то отломал. Не, все нормально. Хот кис, красавчик. Так, хочу вам еще кое-что показать. Вот здесь вот распустила свои немногочисленные бутончики. Вот эта орхидея, это какой-то сложный гибрид. Девочки, я, как всегда, не записала ее название. Она обалденная. Она что-то, видите, что-то у нее в предках от людомонианы, наверное, или тетрасписы, вот такой, потому что форма цветка интересная, видите, такая. Она пахла. Я сейчас не могу это учуять, потому что не долезу. И вот на втором цветоносе тоже 2 бутончика. Видите? По 2.
Дала на новых цветоносах по 20 ну, цветочка, не знаю. Но мы не будем расстраивать. Девочки, помните, я нечаянно обломила вот цветонос этой красоте, та, которая из храма у меня, розовенькая. И она, вот смотрите, помните, мы так, я там нечаянно, бац, он был закручен, если помните, бараночкой вот такой закручен. Я полезла, взяла палку, начала вытягивать, оно хрусь, и прям на видео сломалось. И помните, я вам показывала в этой же не до конца сломленной почке, она дала ответвление, вот уже это ответвление вот такое. Так что, если орхидея хочет цвести, она будет цвести. Не нравится мне у этого пилора, Volucation, состояние листиков. Какие-то желтые пятна. Такой какой-то он. Ну ничего, надо его проливать для лечения чем-то. Смотрю, горшки еще в испарине. Ну, думаю, что скоро надо уже заниматься поливом. Так, тут у меня красавчик еще один. Но этот, девочки, я на него смотрю, это просто, блин, лаковый такой. Ну, вот эффект как будто лаковый. Смотрите, какой классный. И знаете, чем я заболела? Мне вот срочно надо и нигде нет. Мне надо срочно нерассказанные истории Биглип бабочку. Вот, блин, надо. Девочки, если увидите, где-то продают, маякните. Untold Stories. Но есть Untold Stories Биглип просто, а есть бабочка. И вот что биглип, что бабочка биглип, они цветут обалденными каскадами. Цветовая гамма приблизительно вот такая, просто там немножко по-другому расположены пятнышки. И смотрите, это тоже первый раз цветет, и тоже не на малое количество цветочков. Здесь, кстати, было ответвление, что-то он его... Так, а что такое с моим этим агрегатом? По-моему, засушил. Да, засушил. Он передумал его дальше растить. Ну, в общем, он дал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цветочков, как бы прилично. Я считаю, что это нормально. Смотрите, какая красота, девчонки. Какая красота. Девочки, вас поздравляю с тем, что зима заканчивается. И уже идем на весну, у нас уже солнышко, в Одессе каждый день солнечно, я это люблю. Ну, где-то, наверное, уже, да, уже, наверное, с марта придется уже ховать цветы от яркого солнца. Так, показываю вам еще 2 истории, которые меня сначала расстроили, теперь они меня тешат. Вон они стоят, эти 2 истории. Смотрите. Сейчас я их, наверное, достану, и мы посмотрим поближе. Первая история, которую я покажу, которая открылась раньше, и уже у нее 3 цветочка. Девочки, ну это должна была быть бабочка. Ну, мне кажется, от бабочки тут вообще ничего не осталось. Да? Знаете, кто это? Фангмей Свит Пилорик 2 years. Я, когда раскрылся первый цветок, я тут глаза уже открывала, очки надевала, пыталась высмотреть, и шо, это бабочка или нет. Не, девочки, мне кажется, что это стандартик. Он симпатичный, он такой, смотрите, яркий, прикольный, с таким напылением. Ну, он классный, да? Но не бабочка. Короче, не повезло. А потом думаю, ну, если он будет классно цвести, хорошо расти, если будет давать букетики компактные, это его вот 2,5 первое цветение, чего мне убиваться, да? Ну, пускай не будет бабочка, но зато какой он жизнеутверждающий и такой яркий, красивый, насыщенный, да? Чего убиваться? Средний цветочек, плотный, не восковичок, но плотный, видно сразу, да, что он будет цвести не 2 месяца, а больше. Конечно, он поменьше, чем Volucation, и поменьше даже, чем Бургунди, но он тоже симпатичный. Вот так, девочки. Очередная история про не бабочку, не пилорчик. И второй красавчик, который я вчера пришла, обнаружила, думала, что он... Вот на него у меня были надежды. Вот он паразит. На него у меня были надежды.
они не сбылись. Я ж хотела калейдоскоп бабочку. Ну, как у большинства из вас, девчонки, точно это калейдоскоп? Да, калейдоскоп. Ну, как у большинства из вас, это трилипсик. Я вчера вот так вот, знаете, просто, я не рассчитывала, что он уже расцвел, потому что я видела пару дней назад, что бутончик еще такой, ну, небольшой. И я так тут прогуливалась, думаю, иду, думаю, сейчас гляну, что здесь да как. И смотрю, он уже открылся. И я говорю, елки-палки. Представляете? У меня еще какая-то была надежда, но потом я просто сильно не всматривалась в бутон. Но он, да, он похож на Змей Горыныча. На голову какого-то дракончика. У бабочек, мне кажется, другие бутончики немножко. Да, у бабочек нету больше у меня бутончиков с бабочками. Ну, по крайней мере, те орхидеи, которые бабочками А, вот же есть один бутончик. Вот у бабочки бутончик немножко не такой. Видите? Он... Так, с какой стороны показать, чтобы свет падал? Но он такой вот с горбинкой. Вот тут вот впереди, мне кажется. И позади. Ну, вот немножко не такой бутон. Вот у трилипсика он более какой-то, вот видите, вытянутый. Ну, в общем, короче, Бухара не Сочи. Смотрите, оцените размер. Ой, капец. С юкиданом, да? Это, я не знаю, 1/10 от юкидана. Но все равно он симпатичный. Он симпатичный, он прикольный. Но я была вчера слегка, знаете, как есть вот... Ой, не то, что расстроена, не расстроена. Я не расстраиваюсь, когда стандарты, вот я тут вот вообще не расстроилась. Сказала, ну я посмотрела на этот самый, на фото, там, где он бабочкой. В принципе, стандарт не особо отличается, но форма вот этих петалей такая, ну, плюс-минус, как у бабочки. Ну, я вижу, что это не бабочка. Ну вот, как бы вот это мне сначала вот, может потому что у меня много вот этих уже трилипсиков всяких разных. И я хотела бабочку. Ну, не знаю, девочки. В общем, калейдоскоп у меня трилипс. Напишите, кто у вас калейдоскоп. Как вам повезло. Он очень хорошо, что хорошо в калейдоскопе, я слышала от девчат, что калейдоскоп, смотрите, вот он уже на таком юном этапе, в таком юном возрасте, 2,5, имеет такую компактную розетку, и он ветвит цветоносик. Видите? Вот он прям разбудил все почечки. То есть он будет красивеньким, компактным, цветущим кустиком. Пока вот так. Ну, будет трилипсиком. А вот мне интересно, девчонки, у кого-то было такое, чтобы калейдоскоп сначала какой-то раз расцвел пилорчиком, там, трилипсиком, а потом раз и бабочкой расцвел? Бывает такое или не бывает? Это может я просто много чего от него хочу. Может у него первое цветение вот такое, дракончик, а потом, может быть, он будет как-то по-другому цвести. В общем, будем наблюдать. Надеюсь, что это такой надежный сорт, без выпендрёжа. Я очень надеюсь. Но мне нравится его кустик. Вот как-то бывает, берешь кустик, смотришь на него, и он такой ладненький, такой хорошенький, такой, ну чувствуется в нем какой-то потенциал. А бывает, берешь кустик, сейчас я вам покажу, тот, который вообще мне, ну, я вижу что-то не то. Вот, например, вот этот кустик берешь, ну, якось такие желтые листья. И знаете, кто это? Тоже собирается цвести. Вот здесь, наверное, все же, не знаю, что будет. Тоже какой-то пилор, может, нет. Это, смотрите, это Леолин Sparrow Cat. Короче, это какой-то кот-воробей от Леолина. Кот-воробей. Не знаю. Вот это понагреблась на распродаже. Вот здесь, вот это мне желтизна, он сразу приехал с какими-то такими желтыми листьями. Тут, кстати, какой-то автограф я вам показывала.
Что-то здесь написано. Лея. Вот интересно, это бридер оставил из теплицы какой-то свой. Вот что-то здесь написано, видите? А что здесь написано? Девочки, блин. А ну сделайте скриншот. Может у кого-то получится разобрать, что написано. Напишите в комментариях. Я уже и так, и так рассматривала. Ну явно что-то написано. И скорее всего, ну это что-то на китайском, наверное. На тайваньском. Аж интересно, что они там за пометку сделали в теплице. Я уверена, что в теплице. В общем, здесь 4 бутона. Ждем от Леолина кота-воробья. Только не знаю, как, почему кошачий воробей или воробьиный кот. Какие-то странные названия. В общем, вот этот кустик мне не нравится по состоянию. Понимаете? Ну, этот тоже, кстати, немножко поджелтевший. Но очень часто бывает, что приходят летние экземпляры после лета из теплицы. Они выгоревшие от того, что там сильный свет был. Вот этот, кстати, мой тоже имеет такой какой-то, как нехватка. Вот купила его. Вот дитя растит нормального. Это мой крокус, я его называю. Сплэт или сплит, как-то он называется. Вот он тоже, вот нижние листья начал желтеть. Хотя я его удобряю, не знаю, не хочет. Не хочет он это вот принимать нормальный вид. В общем, девочки, такая вот у меня не бабочка. И такой у меня пилорчик. Так, и сейчас я вам покажу. Вы мне все пишете, спрашиваете. Аня, ну что там? Ну что? Так, сейчас, девочки, потолкаемся немножко. Что там, Патрик? Что там, Патрик? Наш болящий Патрик. Помните эту историю? Вот он перед вами. Когда я купила за полцены, выпросила у продавца Патрика. Их распродали. Но я ж так хотела. И я выпросила. Мне прислали фото вот этого Патрика. Вот такого несчастного. Мы с вами ему мылили шею. Вот это новый корень идет. Он начал растить корешки. Ну вот этот нижний лист, мне кажется, со временем отпадет. Я жду начала роста корней этих. Корни уже росли. Сейчас немножко приостановились в росте, но вот этот верхний уже корень у меня из шеи вышел, и он нырнул уже туда вовнутрь. Так, он политый, нормально, все хорошо. И вот я же поставила отметку на листике, но вроде как нет, все-таки листья он пока не растит. Ну, немножечко сдвинулась с места вся эта история. У него был цветонос в теплице. Он приехал с обрезанным цветоносом. И я все думала, вот интересно, если он цвел, значит их отбирали, и значит отобрали то, что надо, надеюсь, и не прислали то, что не надо. Вот написано Соня, от Сони Орхидс, Патрик Юан Дау. Так. И, в общем-то, он со временем у меня разбудил эту почку и дал ответвление. И на этом ответвлении он начал формировать свое цветение. Та-да-да-дам, девчонки, посмотрите на эту красоту. Таки да, таки Патрик, таки красотун. В общем, я хотела подождать, пока он полностью всю веточку распустит, а он размахнулся на 6 бутонов в своем таком хромом состоянии. Но я, конечно, из-за того, что вы мне пишете, спрашиваете, я все-таки думаю, эх, девчонки, пока 2 бутона только открыл, но я вам покажу эти 2 бутона. Тут он у меня стоит на полочке с краешку, я его переставила. Вот так вот солнышко на него попадает. Слушайте, это вау. Вау, красотун. Девочки, там, ну уже, по-моему, не знаю, есть там еще
в заказах. Я видела 1,7 мелькали. Ну, Наташа уже в бутике Орхидей закрыла, по-моему, сбор на Патрика. Там, видно, у нее немного их, но тоже, по-моему, 1,7. Конечно, лучше взять побольше. Я надеюсь, что он у меня все-таки нормально будет себя вести, и весной после цветения начнет растить листья. Я так переживаю, так переживаю. Но я в восторге. Даже мужу он понравился. Насколько мужчины так себе к этим всем нашим увлечениям, но он тоже ему понравился. Это именно, я так понимаю, девчонки, это именно пилор. Или это тоже трилипс? Не пойму. Ну, вот такая вот красивая у него серединка. Девочки, напишите, это трилипсиком считать? Или это пилор? Не-не, это все-таки пилор. Или это 2 губы? Блин, вот я вот... Не, ну есть явно выраженные, видно, что губки, да? Вот такие, потому что язычки. Но здесь трилипс. Значит, все-таки это пилор. У него здесь именно петали с такой рюшкой. Ой, боюсь даже трогать. Ой, но он такой клевый. И что самое интересное, они, оказывается, бывают разные. Разные по насыщенности цвета. Но у меня вот такой попался. Попался мне вот такой красавчик. Блин, если будет возможность, конечно, надо продублировать эту красоту. Очень красивый, очень. И так, и сяк его. Ну, в общем-то, вот здесь он у меня стоит. Я за него так переживаю. Видите, я его даже не трогала. Там кто-то из девчат мне писал: Аня, вытряхивай, там перебирай корни. Девочки, ни в коем случае. Не надо ничего вытряхивать. Пролить каким-то фунгицидом надо. Там промазали мы топсином. Надо будет, может, топсином еще подмазать. Ну, лучше вот оставить. Вот он же там нарастил. Все-таки я возьму его в руки. Он там начал растить корни. Сейчас из-за того, что он цветет, у него рост корней остановился. Но помните, я в каком-то из видео показывала, еще не было этого цветоноса, и я вам показывала, как он уже пустился в наращивание корней. Ну, не листьев, а корней. Я прям так порадовалась. Короче говоря, после того, как он начал растить корни, он двинул эту почку, и вот эти 6 бутонов. Девочки, 6 бутонов. Я, честно говоря, думала, что это будут бабочки. Но эти бутоны оказались пилориками. Все, как я хотела. Боже, Кивин красавчик. Девчата показывают, какие они огромные цветоносы Патрики растят. Я в шоке. Ну да, действительно, даже на ответвлении 6 бутонов. Ну он, конечно... Так, я еще раз его возьму, девочки. Я прямо в азарте. Мне надо сейчас эту полку поливать верхнюю. А я тут разошлась. Ну, вот у меня пилор Wool Location крупнее, чем Патрик. Видите? Крупнее. Но все равно красота невероятная. Вот этот первый открылся, он уже не такой с зеленцом. Вот этот второй, он более как уходит в зелень немножко. Более яркий. Так, все, девочки, нагнала вам аппетит. Нагнала вам аппетит. Когда-то кто-то мне тоже нагнал этим Патриком аппетит. И я теперь вам нагоняю. Мне не нравится состояние вот этого листика. Ну, я думаю, что со временем, конечно, он же тут еще и пробит цветоносом, этот лист. Со временем, наверное, он его отжелтит. Ну, пускай цветет. Я хожу тут тихонечко, смотрю. Я немножко вот так отодвигаю его дальше. Не хочу в кашпо его прятать, хочу, чтобы корни получали естественный свет. Тут у меня ж на полочке как бы есть подсветка, но здесь еще у меня освещение с окна падает. Летом здесь будет жарковастенько, и этот стеллаж поедет, конечно же, на лоджию. Он оттуда и приехал. Но пока мы здесь, тут очень жарко, очень жарко. Надо открыть окошко. Девочки, ну это вообще отдельная история. Эта красота открыла все бутоны. Все хочу вам как-то ее показать, так чтобы развернуть. И боюсь ее трогать. Вчера пришла, она тут вся уже сухая. Видите, как забирает
питание орхидея. Ну, мало ли, слышите, попробуйте вот такое вот. Раз, два, три. Ну, там дофига этих цветоносов. Попробуйте это удержать и прокормить на себе. Так я вчера уже аминостином полила. Сейчас остальные полью. Тоже вот тут уже попросыхали с аминостимом. В общем, короче, пик цветения. В общем, девочки, вы поняли, да? Поняли, что Патрик это вау красоту. Это просто вау красоту. Все, друзья мои, иду, беру доктор Мом и буду лечить свое кашляющее горло. А вам желаю всего самого наилучшего. Слушайте, ну это просто вау-эффект. У меня рука небольшая, но он большой. Первое цветение, конечно, вау. И желаю вам не болеть, быть бодрыми, жизнерадостными, позитивными. Девочки, скоро весна. Скоро весна. Вперед к весенним приключениям. Там уже, наверное, у кого есть участки, вы там уже, наверное, все готовитесь к посевочным работам. Рассада и прочее, прочее. А у меня здесь вот такая рассада. Слушайте, ну, конечно, вот эта бабочка просто вау, да? Все-таки бабочки красивые, девчонки. Красивые, пилоры красивые, все красивые. О, розочка открыла. Бутончик дорощенный. Такая вот рваные края. Интересная. Все, друзья мои, 27-я минута нашего с вами общения. Спасибо за то, что вы заходите в комментарии, делитесь своими впечатлениями от своих цветущих орхидей. Я с удовольствием читаю все ваши интересные истории. Пишите, девочки. Девочки, у кого уже есть Патрик, напишите, в чем разочаровались и в чем не разочаровались, чего ждали от него и чего получили. Я не разочаровалась, мне нравится. И мне кажется, если я продублирую его, очень возможно, что будет, может быть, отличаться цветение. Не в плане бабочка, и даже вот пилорик может отличаться один от другого насыщенностью цвета, какими-то поведенческими там, ну, я имею в виду количество цветочков. Это я все у девочек подслушала. В общем, если есть возможность, из разных завозов можно купить у разных поставщиков этот сорт и пронаблюдать. Ой, надеюсь только, чтобы цена более демократичная стала на этого красавца. Ой, девочки, а у меня уценочка. Наш Патрик уценочка. Ну, будем надеяться, что все у него будет хорошо. Обнимашки, обнимашки. Привет вам, солнечный из Одессы. Пока-пока.